Друзья, с радостью констатирую, что выпуск про осетинский футбол вам зашел. Если не смотрели, рекомендую, переходите по ссылке. Ну а раз зашел, значит мы продолжаем цикл истории о национальном футболе. И сегодня на очереди узбеки. И не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. Это сильно поможет нам в продвижении и мотивации в том, чтобы радовать вас новыми выпусками. Летом 26 года в Канаде, США и Мексике пройдет чемпионат мира, который будет отличаться от всех 22 предыдущих чемпионатов. По меньшей мере тем, что на этом турнире впервые в истории выступит сборная Узбекистана. Впервые, но что-то подсказывает, что не в последний раз. Как и в выпуске про осетин, мы не будем зацикливаться на каком-то одном событии, пусть даже событие это такое знаковое, как попадание на ЧМ, а постараемся охватить всю историю узбекского футбола, от самого-самого начала до наших дней, в которых узбеки не только пакуют чемоданы на ЧМ в Северную Америку, но еще и отлично проявляют себя на клубном уровне в Европе. Еще каких-нибудь 15 лет назад представить себе подобное было сложно. А сейчас узбек в АПЛ или в серии А – это уже не нонсенс, не шок, а скорее дело уже привычное. Ну и в целом надо сказать, что демонстрирующий в последнее время экономический рост Узбекистан ведет серьезную и довольно успешную работу над имиджем страны. И в этом контексте футбол для узбеков становится полноценным элементом культурной идентичности, эдакой витриной или визитной карточкой. В общем, завариваем чай или остужаем аюран с кумысом, усаживаемся поудобнее и погружаемся в узбекский вайб ОФП историй. Погнали! По традиции начнем издалека. Кто такие узбеки? На самом деле, этот вопрос интереснее, чем может казаться на первый взгляд. И ответ на этот вопрос глубже и сложнее, чем просто «это тюркский народ из Центральной Азии». Да, узбеки действительно тюркский народ. Но этногенез узбекского народа – это очень длительный и многогранный процесс. Когда-то давно заселенные иранскими племенами и другими индоевропейскими народами земли современного Узбекистана пережили многочисленные вторжения. После иранских Бактрии, Хорезма и Ахменидской империи сюда пришли и здесь правили арабы. Здесь был арабский халифат. Потом здесь, как и везде, появились монголы, которые впоследствии станут одними из главных источников генетической истории узбеков. Но вернемся чуть назад, как чуть, на столетие так 16 назад. Из школьной программы или хотя бы по голливудским фильмам мы все знаем Александра Македонского. Так вот, если вы из России и однажды в такси вам рассказывали о его походе на Узбекистан, а вы приняли это за узбекские сказки, то вы ошиблись. Это правда было. Империя Александра Македонского действительно простиралась от современной Греции до современного Узбекистана. Еще одним греческим наследием того периода стало образовавшееся здесь позднее греко-бактрийское царство. Греков вы знаете, а бактрийцев мы уже упоминали в разделе иранского вклада в этногенез узбеков. То есть это было такое греко-иранское государство, но основным языком в этом государстве, языком торговли и дипломатии, был все-таки греческий. Просто вдумайтесь. Надеюсь, вы хорошо знаете географию, хотя бы географию футбола, поэтому представляете себе масштабы. Вдумайтесь. Греческое государство, греческая культура, греческий язык в центре, Центральной Азии. Но это было нормальным для 250 года до нашей эры. Таким образом, культура и государственность зарождались на узбекской земле в очень-очень глубокой древности. Столице Узбекистана, Ташкенту, больше 2200 лет, городу Бухара 2500, а в 200 километрах от Бухары находится Самарканд. В этом году там будут праздновать 2768-летие города. Абу-Джафар Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми. Возможно, это имя ни о чем вам не говорит, но хочется верить, что говорит. Так или иначе, а использование 10 символов от 0 до 9 для записи любых чисел, как и в целом введение нуля как полноценной цифры, это его заслуга. И нам стоит быть за это аль-Хорезми благодарными. Будь у нас сейчас римская система исчисления в качестве основной, использующейся в быту, я бы с ума сошел, наверное. А что насчет Абу Али ибн Сины?
Его имени вы тоже можете не знать, но вам не будет лишним знать о том, что его считают лучшим врачом древности после Гиппократа. Да, сегодня врачи, прежде чем стать врачами, не дают клятву Ибн Сине, но написанный им в XI веке канон врачебной науки являлся основным учебником в медицинских заведениях Европы на протяжении еще нескольких веков после смерти самого Ибн Сины. К чему я вспомнил этих выдающихся ученых? Первый, Аль-Хорезми, родился и работал, собственно, в Хорезме, который мы уже упоминали. А Ибн Сина родом из Афшана, что близ Бухары, о которой вы тоже уже знаете. Это важно для понимания узбекского вайба, потому что в те времена очагов цивилизации и тем более очагов развития науки на карте мира было очень мало. Но, очевидно, одним из таких очагов являлся будущий Узбекистан, через который, вдобавок ко всему, еще проходил маршрут самого знаменитого пути в истории путей – Шелкового. Итак, давайте подытожим по этногенезу. Первые исследования показывали, что генетически узбеки находятся между иранскими народами и монгольскими. Более современный анализ выявил уже большую связь узбеков с другими соседними тюркскими народами Центральной Азии и довольно-таки уже далекое генетическое родство с иранцами. Согласно же результатам самых свежих исследований, казахи, кыргызы, туркмены и узбеки имеют больше общего генофонда с различными популяциями Восточной Азии и Северной, то есть Сибири, больше, чем с западноазиатскими или европейскими популяциями. Однако фиксируем присутствие в той или иной степени, где-то в большей, где-то в меньшей, всех перечисленных элементов, которые, сложившись воедино, породили узбека. А вот что касается языка этого удивительно неоднородного по своему происхождению народа, то здесь все проще. Ну и пооднороднее. Язык тюркской языковой семьи без каких-либо эллинизмов. Однако с существенным количеством заимствованных слов из персидского и арабского языков, что, впрочем, свойственно большинству языков из этой группы. Узбекский язык родственен и, следовательно, может быть местами понятен без переводчика представителям многих других тюркских народов, среди которых точно будут казахи, кыргызы, тюркмены и, возможно, татары и башкиры. Что-то поймут на узбекском и азербайджанцы с турками, но ручаться за это уже не могу. Напишите, кстати, в комментариях, если вы тюрк, но не узбек, но узбека при этом понять можете. Напишите, понимаете ли, нам это очень интересно. Процесс присоединения узбекских земель и народа к Российской империи не был однодневным. Это происходило поэтапно, но последний из этих этапов был завершен в 1876 году. Сегодня эта тема может вызвать неоднозначную реакцию, впрочем, неоднозначной она была и для современников того процесса. Однако, если не брать во внимание всякие политические, идеологические или религиозные расхождения, то можно смело говорить о том, что присоединение Узбекистана к более продвинутой и развитой на тот момент России имело для узбеков прогрессивные последствия. С конца 19 столетия здесь происходит стремительное развитие городов, их населения и промышленности, появляется наемный труд и возникает местная буржуазия и пролетариат. Год зарождения футбола в этом регионе совпадает с годом появления у Российской империи сборной команды по футболу. Разумеется, без единого узбека в составе. Однако новая игра очень быстро покорила узбекские сердца. И в том же 912 году в городах Ферган и Коканд уже были организованы футбольные клубы. Через год к списку добавились Ташкент и Самарканд. А еще через год узбеки уже проводили междугородние матчи. При большевиках в 1928 году в Узбекистане впервые была создана сборная, которая, между прочим, принимала участие в необычной спартакиаде, где в числе участников были представители европейских стран. На этом турнире сборная Узбекистана провела свой первый международный матч со сборной рабочих клубов Швейцарии и победила со счетом 8-4. Хорошее начало, казалось бы, но дальше было забвение. Матчи между сборными республик отошли в иерархии советского футбола на вторые и третьи планы. На первом находился клубный футбол, и в нем узбеки долгое время будут оставаться в тени украинского, русского и грузинского футбола. В 50-е годы в Узбекистане решили провести эдакую монополизацию клубного футбола. Было решено расформировать ташкентский «Спартак». Из его бывших игроков был сформирован первый состав новой команды – «Пахтакор». Хлопкороб или собиратель хлопка в переводе с узбекского, где пахта – это хлопок.
Делегировали своих футболистов также и другие узбекские команды. Из пищевика в «Пахтакор» были переведены Владимир Шефер и Олег Моторин. Из «Динамо» Альберт Садыков и Олег Жмак. Ташкентский «Пахтакор» превратился в единственную концентрацию футбольной силы на территории республики. В целом, советский период в истории узбекского футбола не получится назвать успешным. При всей любви местной публики к этой игре на футбольной карте СССР регион довольствовался статусом периферии. Наивысшим достижением для узбеков был выход в проигранный ими финал Кубка СССР в 1968-м. Что же касается чемпионата, то «Пахтакор» то и дело катался на лифте между первой и высшей лигами СССР. Но так было до появления в Компартии Узбекистана Шарафа Рашидова. Вообще при нем Узбекская ССР была прокачана максимально и не только по части футбола. При Рашидове в 1966-м была заново отстроена столица Узбекистана – Ташкент. Были возведены новые музеи, парки, театры, памятники. При Рашидове Узбекистан очень быстро превратился в индустриально-аграрную республику с развитой легкой и пищевой промышленностью. В десятки раз выросла тяжелая промышленность. Но особое место в сердце первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана занимал футбол. И это при нем для «Пахтакора» был построен новый стадион на 40 тысяч зрителей. Рашидов был погружен во все дела и проблемы команды. Их решениями он занимался лично. Чтобы делать это было удобнее, тренировочную базу «Пахтакора» построили близ его дачи. Комплекс включал в себя гостиницу, 3 тренировочных поля и еще один мини-стадиончик на 10 тысяч зрителей. Кроме того, Рашидов обеспечил членов команды жильем. И помимо настоящего, он думал и о будущем своих подопечных. Для этого Рашидов определил всю заявку «Пахтакора» в физкультурный институт, чтобы по завершению карьеры игрока все смогли работать тренерами. Также существенно выросли гонорары игроков «Пахтакора». Да и в целом, именно при Рашидове клуб, который ранее был вынужден рассчитывать исключительно на своих местных ребят, теперь мог позволить себе приглашение игроков из более титулованных команд. Конечно, в Фалькау, то есть звезды большой величины, в Ташкент не поехали, но те игроки, которые не получали достаточной практики в Москве или в Киеве, вполне могли оказаться именно в «Пахтакоре». Все эти существенные улучшения условий не могли не принести плодов. Через 5-6 лет после запуска программы Рашидова в узбекском футболе появились первые игроки, талант которых отмечали даже в Москве. К 1975 году у «Пахтакора» была сформирована молодая атака из своих воспитанников. 20-летних Владимира Федорова и Василиса Хадзипанигиса и 22-летнего Михаила Ана. Как вы можете догадаться, никто из перечисленных не был этническим узбеком. Федоров – русский, Ан – кореец, а Хадзипанигис – грек. Грек, но наследие упомянутого нами ранее греко-бактрийского царства тут было ни при чем. Василис родился в семье политических мигрантов, перебравшихся в Ташкент из города Салоники в 1949 году. Впоследствии он уйдет из «Пахтакора» и переедет в Грецию, став первым советским футболистом, покинувшим СССР. При этом в Греции он станет настоящей легендой. Там его считают лучшим игроком второй половины 20 века. И это только из-за достижений исключительно на клубном уровне, так как за греческую сборную он выступать не мог ввиду того, что был заигран за советские молодежки. Зато он сыграл за сборную мира в 1984-м вместе с Бекенбауэром. Но вернемся в Ташкент в 1975-й. Вся упомянутая выше тройка воспитанников вызывалась в молодежную сборную СССР. Но все-таки наиболее ярким представителем нового поколения узбекского футбола называли именно Михаила Ана. Пресса отмечала высокую мобильность атакующего полузащитника и его очень сильный и точный удар. В 1976 году ему даже была доверена капитанская повязка молодежной сборной СССР. Он дважды, в 1974 и 1978, занимал 3-е место в списке 33 лучших футболистов СССР. К 1979 году в Ташкенте наконец-то созрела и окрепла мысль, исходящая от верхов Компартии. Настало время завоевать медали чемпионата СССР. Казалось, для этого у «Пахтакора» есть все – необходимые ресурсы, условия, поддержка и боеспособный молодой состав. В сезон 79 «Пахтакор» врывался с двух ног. 3 стартовые победы над «Торпедо», киевским «Динамо» и «Крыльями Советов», плюс гостевая ничья с московским «Спартаком».
Но затем последовал резкий спад. Команда рухнула на предпоследнее место, главный тренер был отправлен в отставку, назначили Олега Базилевича. За короткий период он меняет ситуацию и после сенсационных побед над лидерами таблицы, донецким «Шахтером» и динамовцами из Киева и Тбилиси возвращает «Пахтакор» в число претендентов. Газеты писали: «Узбеки рвутся к медалям». 8 августа в раскаленный солнцем Ташкент пожаловала Ворошиловградская «Заря». В этом матче «Пахтакор», ведомый Михаилом Анном, был неудержим. Гости были биты 3-1. Единственный минус – микроповреждение Анна. Но он не был заменен, поэтому 32 тысячи болельщиков на стадионе об этом не догадываются, и никто не может мешать их радости. Они стоя аплодируют хозяевам. Все счастливы и все в предвкушении продолжения этой увлекательной погони за мечтой, за медалями советской элиты. Однако продолжение не последовало. Победный матч против «Зари» был не очередным, а последним. Не в чемпионате, а в жизни. Для целой команды. Это произошло всего через 3 дня после упомянутой игры, когда «Пахтакор» почти в полном составе отправился в Минск на игру следующего тура против местного «Динамо». Тренировочный день бело-голубых проходил в привычном режиме. В 23 часа отбой. Динамовцы разошлись по комнатам. В их числе был Владимир Курнев. Для него это был первый сезон в белорусской столице. Сюда он переехал из Ташкента, и поэтому для него предстоящая игра против бывших партнеров имела особое значение. Однако его мысли и переживания на сей счет прервал Анатолий Байдачный. Он произнес всего 2 слова: «Пахтакор разбился». В эту же ночь, 11 августа, но уже в Москве, у своих друзей гостил Тулягян Исаков. Узбекский форвард уже 3-й месяц восстанавливался после тяжелейшей травмы ноги. Ее нападающему в матче регулярки сломал московский динамовец Александр Новиков по прозвищу «Автоген». Исаков же прилетел в Москву на очередную консультацию с врачами. Всех жильцов квартиры друзей Исакова разбудил телефонный звонок. Тулягяна позвали к трубке. На другом конце провода был бывший тренер «Пахтакора» Вячеслав Соловьев. Он скажет: «Команда разбилась, срочно приезжай в Ташкент». В это время в Сочи на одной из баз отдыха проводил свой первый за 40 дней выходной главный тренер «Пахтакора» Олег Базилевич. Он приехал сюда к жене и сыну буквально на 1 день. На завтра он должен был вылетать к команде в Минск. О страшной трагедии Базилевичу доложили члены ЦК Компартии Узбекистана. Всю вторую половину рокового дня 11 августа в аэропорту Минска провел Яков Аранович. Тренер «Пахтакора» прилетел сюда накануне с дублирующим составом и по традиции приехал встречать основную команду. В аэропорту задержку рейса из Ташкента сначала объясняли плохими метеоусловиями. Затем ему сообщили, что рейс откладывается на следующий день. Аранович вернулся в гостиницу, где в холле он узнал, что до него пытаются дозвониться из Узбекистана. В телефонном разговоре Аранович сначала отчитался по списку тех, кто вчера прилетел в Минск вместе с ним, и только после этого голос из трубки произнес: «Крепись, Яша, команда погибла в авиакатастрофе». Это была ошибка и несогласованность действий диспетчеров. В этот день был большой поток гражданских самолетов. Это привело к тому, что 20-летний сотрудник Николай Жуковский запутался в расчетах движения воздушных бортов. Вскоре старший по должности и возрасту коллега, 28-летний Владимир Сумской, заметил, что 2 авиалайнера Ту-134А с критической вероятностью столкновения и при сильной облачности приближаются друг к другу, и вмешался в переговоры с пилотами. Сумской дал команду одному самолету занять высоту 8400 метров, но ответ получил от пилотов другого самолета. Но осознать этого Сумской не смог или не успел. Это привело к непоправимому. 2 воздушных гражданских судна столкнулись в небе над украинским Днепродзержинском. Погибли все находившиеся в обоих самолетах 178 человек, в числе которых 17 членов футбольной команды «Пахтакор». Второй тренер, администратор, врач и 14 игроков. В их числе оказался и Михаил Ан, который из-за полученного в матче против «Зари» повреждения точно не смог бы помочь команде на поле в Минске, и поэтому должен был оставаться в Ташкенте. Однако Ан поехал в аэропорт просто проводить своих товарищей и пожелать им в Минске победы. Но в аэропорту Ташкента Михаил узнает, что может занять освободившееся место. Один из членов тренерского штаба, по разным данным, то ли проспал, то ли приболел похмельем, и поэтому до самолета не добрался. Михаил Ан прямо из аэропорта позвонил домой и сообщил родным, что все-таки полетит с командой в Минск. Просто поддержать.
Следствие завершилось спустя 9 месяцев. Суд вынес максимально суровый приговор диспетчерам Жуковскому и Сумскому по 15 лет лишения свободы. В 1999-м, через 20 лет после трагедии, когда материалы уголовного дела были раскрыты, стало известно, что Николай Жуковский в тюрьме покончил жизнь самоубийством. В свою очередь, Сумской был освобожден спустя 6,5 лет заключения за хорошее поведение. В фильме «Тайна гибели Пахтакора» он говорил: кто погиб, их можно было воскресить, конечно, я бы это не задумываясь сделал бы. Но, к сожалению, это ничего вернуть уже нельзя. На похоронах ревел весь Ташкент, весь Узбекистан, а с ними и весь Советский Союз. К осени 1979-го Федерация футбола СССР дала распоряжение клубам высшей лиги сформировать новый состав для Пахтакора, делегировав на безвозмездной основе в Ташкент футболистов из своих составов. По итогам чемпионата того года команда под руководством нашедшего в себе силы продолжить Олега Базилевича заняла 9-е место. Лучшее поколение узбеков так и не сказало своего слова в советском футболе. До распада СССР Пахтакор так и не завоюет заветных медалей. После обретения независимости Узбекистаном в 1992 году узбекское отделение Федерации футбола СССР было реорганизовано в Федерацию футбола Узбекистана. Сегодня очень популярны всяческого рода сравнения Узбекистана с Казахстаном. Так вот, если говорить о географии, то Узбекистан официально целиком и полностью находится в Азии, в то время как у казахов 15% территории официально относятся к Европе. Казахи, как известно, в 2002 году приняли решение о переходе из азиатского в европейский футбол, а вот узбеки принятого в начале 90-х решения не меняли и остаются в Азии. Хотя известно, что возможность стать частью европейского футбола у Узбекистана была. Эта опция была открыта, но узбеки от нее отказались и, пожалуй, не прогадали. Азиатский футбол стал для них водой, а сами узбеки в этой воде стали рыбой. В то время как казахи продолжают искать себя в европейских соревнованиях среди клубов и сборных, узбеки буквально с самого начала стали в Азии одной из грозных сил. Наряду с такими странами, как Япония, Южная Корея или, скажем, Саудовская Аравия или Иран. Причем в одинаковой степени это относится как к сборным командам Узбекистана, так и к клубному футболу этой страны. Все эти годы независимости узбекские клубы регулярно и не без успеха выступают в главных клубных турнирах Азии – Лиги чемпионов АФК, Кубки обладателей Кубков АФК и Кубки АФК. Например, в сезоне 94-95 Ферганский Нефчи занял 3-е место в Кубке азиатских чемпионов, а в сезоне 99-2000 Наманганский Навбахор стал 4-м в Кубке обладателей Кубков. В 2011-м Каршинский Насав выиграл Кубок АФК. В разные годы Насав, Пахтакор и Буниткор входили в 4-ку лучших клубов Лиги чемпионов АФК. К слову, в стан последних, в Буниткор, в середине нулевых пришли большие деньги. Чтобы понимать, насколько большие, достаточно сказать о том, что на посту главного тренера команды, известного в прошлом по выступлениям в России и вообще чемпиона России в составе Алании Мерджалола Касымова, сменил бразильский специалист Зико. Это отсюда, из Буниткора, он вскоре отправится в Москву тренировать недавних обладателей Кубка УЕФА – ЦСКА. Освободившееся же место в Буниткоре занял Луис Филиппе Сколари. В Узбекистане, среди прочих, он тренировал чемпиона мира Ривалду. Короче говоря, просто какой-то зашкаливающий уровень легенд был свойственен в ту пору узбекскому клубному футболу. А что же было у сборной? А там история еще интересней. Сегодня принято искренне удивляться или восторгаться узбекскому футбольному буму, обусловленному в первую очередь выходом сборной в финальную часть ЧМ. Однако мы словно забываем о том, что узбеки были очень близки к достижению этой цели и ранее. Особенно горячо получилось в 2005-м. Узбеки тогда вышли из своей отборочной группы в азиатские стыки чемпионата мира 2006. В соперниках был Бахрейн. В первом матче в Ташкенте хозяева, которые к тому моменту уже вели минимально в счете, заработали пенальти. Сервер Джапаров, будущий рекордсмен по количеству матчей за сборную Узбекистана, отправился удваивать преимущество своей команды. И удвоил. Но 18-й номер хозяев бежал в штрафную до удара Джапарова. Японский арбитр среагировал и назначил свободный удар в пользу Бахрейна, хотя по всем правилам пенальти следовало всего лишь перебить. После матча, так и завершившегося со счетом 1-0 в пользу Узбекистана, Федерация футбола подала протест, и это было роковой ошибкой.
Комиссия ФИФА назначила переигровку выигранного узбеками матча. Небывалый случай на уровне сборных. Многие из вас помнят похожие истории в клубном футболе. Переигровка матча Тироль-Локомотив. Но чтобы переигровку назначали сборным, вот кроме этого случая и кроме переигровки матча Грузия-Россия, третьего эпизода, по-моему, в истории футбола не было. Поправьте в комментариях, если я ошибаюсь. Но вернемся к узбекам и их скандалу с Бахрейном. Матч переиграли, только теперь он завершился не победой Узбекистана, а в ничью 1-1. В ответной встрече Бахрейн засушил игру и сконцентрировал все свои силы на разрушении узбекских атак. Итог 0-0, и по сумме двух встреч дальше в межконтинентальные стыки отправилась сборная команда Бахрейна. Отправилась вместо узбеков. А что насчет игравших за рубежом узбеков? Сейчас эта тема очень актуальна. А что было тогда? Ну вот возьмем, например, сборную как раз образца стыковых матчей с Бахрейном. Тогда в составе были такие имена, как Владимир Радкевич, упомянутый ранее Касымов, Тимур Кападзе. Все эти футболисты выступали за рубежом. Все эти футболисты были на хорошем счету в своих клубах, в том числе и в российских. Однако никто из них не выступал в топ-лигах Европы. Тогда протоптанными дорожками для узбеков считались пути либо в российский чемпионат, либо в казахстанский, либо в азиатские лиги. Тот же Кападзе пару лет карьеры провел в Южной Корее и в Арабских Эмиратах. Немного выбивался из общего тренда тех лет, пожалуй, Максим Шацких, долгое время выступавший за сильный «Динамо Киев». 28 июля 1999 года Шацких провел свой дебютный гол в Лиге чемпионов УЕФА в матче против Жальгириса из Вильнюса. Тем самым он стал первым футболистом из Азии, забившим гол в Лиге чемпионов УЕФА, и вторым узбекским после Касымова, забившим гол в турнирах под эгидой УЕФА. Касымов, напомним, играл за осетинскую Аланию и забивал за нее в Кубке УЕФА. Что же касается Шацких, то на его счету за 9 сезонов в Лиге чемпионов значится 11 голов. Менее коротким и менее результативным получилось знакомство с Лигой чемпионов у Жафара Эрисметова. А сколько было шуму, сколько было разговоров. Анонсировалось, что москвичи подписали невиданного зверя, который в одиночку будет делать разницу между «Спартаком» и «Баварией» в Лиге чемпионов. И надо сказать, эти прогнозы не были беспочвенны. Молодой форвард буквально разрывал чемпионат Узбекистана. Вдумайтесь, в 37 матчах он отличился 45 раз. Я тогда был еще маленьким мальчиком, и поэтому меня сильно впечатлил тот прогрев, что присутствовал насчет Эрисметова в прессе. И хорошо помню, как представлял себе, как его в Москву из загадочной и неизведанной Азии доставляют как особо опасного в кандалах. Иначе без них он начнет забивать прямо в аэропорту Шереметьево. До подписания контракта Эрисметов отыграл за «Спартак» в Кубке Содружества. Там в первой же игре против белорусской «Славии» он сделал дубль и развеял последние сомнения Романцева. Какой установку Романцев выпускал на второй тайм? Играть впереди и забить, конечно. Удачное начало, но все понимали, Эрисметова берут не под Кубок Содружества и не для победы над белорусскими чемпионами. У него два пути, у Эрисметова. Либо быть первым парнем на деревне в Узбекистане, либо быть вторым, третьим, пятым, десятым в Лиге чемпионов. Вот я ему задал такой вопрос. Либо ты 45 будешь в Узбекистане забивать, либо 10-15 будешь в «Спартаке». Он выбрал второе. Во втором групповом этапе Лиги чемпионов, куда «Спартак» пробился из компании с «Реалом», «Байером» и «Спортингом», теперь предстояло встретиться с «Баварией». В таком важнейшем матче Эрисметову был выдан первый аванс. Он вышел в стартовом составе и ударом через себя чуть не отправил мяч в сетку ворот Оливера Кана. Но в итоге не забил. Тут не забил, там не забил. Баварии, Арсеналу, Лиону. Со всеми из них Эрисметов сыграл, но с каждым разом оказывался все дальше и дальше от первого гола за «Спартак». Говорили, что Эрисметов в Москве столкнулся с психологическими проблемами. И похоже, так оно и было, потому что вдали от российской столицы голевое чутье к нему благополучно вернулось. Через 3 года после провала в «Спартаке» Эрисметов засиял в чемпионате Казахстана. Да, не Лига чемпионов. Да, в воротах у соперника не Оливер Кан,
Но и Ресметов там не 10 забил. В общей сложности на его счету 75 голов в 149 официальных матчах за 3 казахстанские команды. То есть он забивал в каждой второй игре, а в «Спартаке» его молчание длилось 12 матчей подряд. В «Спартаке» мне всего лишь не хватило второго шанса. От Ковенаги, которого купили 3 годами позже, ждали гола чуть ли не год. Ему дали шанс, и он показал, чего стоит, а меня зарубили почти сразу. Говоря об узбекском футболе нулевых, нельзя не вспомнить об иностранном легионе в сборной. У России вот есть свои бразильские примеры, а в начале нулевых было немножечко по-другому. Незаигранные за сборную российские игроки получали приглашение сыграть за национальную команду другой страны. Так, в 2001-м сразу 3 футболиста московского «Локомотива» стали игроками сборной Узбекистана. Голкипер Алексей Поляков, защитник Олег Пашинин и полузащитник Владимир Маминов. Казалось, на тот момент все трое были далеки даже от расширенного списка кандидатов в сборную России. В случае с Поляковым картина не сильно поменялась и спустя годы. Все-таки Алексей не был основным в «Локо» вплоть до 2006 года. До этого он больше ездил по арендам. А вот Пашинин и Маминов вскоре после дебюта за узбеков стали в России настоящими звездами. И нет сомнений в том, что году так в 2002-2003 обоих бы точно вызвали в сборную России, и, скорее всего, оба являлись бы там основными. Хотя, с другой стороны, Лоськов таковым в той сборной не являлся. Но Лоськов с узбеками не связан. С ними был связан Владимир Маминов. Я знал, на что шел. В начале того года у меня не было шанса не то что попасть в сборную России, даже за основной состав «Локо» не всегда выступал, поэтому реально оценивал свои возможности. Когда главный тренер сборной Узбекистана Владимир Сальков пригласил в свою команду, я раздумывал целый месяц, но потом решил – буду играть. Вскоре получил узбекский паспорт и дебютировал в матче с Таиландом. На стадион в Ташкенте пришли 50 тысяч зрителей. Так много людей за меня еще никогда не болели. В Москве на трибунах стадиона «Локомотив» за новых узбеков Маминова и Пашинина болели обычно вдвое меньше людей, и это в лучшем случае. Тем не менее, это не мешало команде завоевывать золотые медали чемпионата России и неплохо так выступать в Лиге чемпионов. Владимир Маминов и Олег Пашинин на позициях восьмерки и центрального защитника соответственно внесли в эти достижения весомый вклад. Без сомнения, оба являлись крепкими игроками уровня Лиги чемпионов. Сегодня таких в РПЛ единицы. Короче говоря, Федерация футбола и тренерский штаб сборной сработали тогда очень качественно. Национальная команда укрепилась футболистами высокого уровня с колоссальным опытом. Они боролись с лучшими из лучших в Европе. В памятном победном матче против Монако уже в плей-офф Лиги чемпионов и Пашинин, и Маминов оба были в стартовом семинском составе. Более того, один из 2 голов в ворота будущих финалистов турнира отправил именно Маминов. Еще одним узбеком, поигравшим под эгидой УЕФА, стал Адил Ахмедов. На мой взгляд, это один из самых умных игроков на своей позиции, когда-либо выступавших в России. Многие помнят его по Краснодару, но забывают о том, что он был еще и в Анжи, в том самом, что был очень богатым и весьма успешным. Тогда Анжи скупал уже готовых состоявшихся звезд типа Самуэля Этоо или Юрия Жиркова. Трансфер скромного, молодого и мало кому известного воспитанника Пахтакора вроде бы не вписывался в эту модель, но в РПЛ Ахмедов, по сути, пережил всех махачкалинских звезд того созыва, кроме Жиркова, пережить которого было невозможно в принципе. В 2011-м Ахмедов дебютировал в Лиге Европы, а в 2013-м завоевал с Анжи бронзу российской премьер-лиги. Затем был славный этап карьеры в Краснодаре, а в завершении вояж за длинным, но заслуженным рублем в Китай. Или за длинной юанью, хотя, со слов самого Адила, за победу в одном, но чемпионском матче в Китае он получил 120 тысяч в долларах. Интересно, что в мире есть 2 узбекских футболиста-обладателя Еврокубка, и оба выступали в РПЛ. Первым в 2005-м в составе ЦСКА стал воспитанник Пахтакора и сын бывшего футболиста Пахтакора Геннадия Денисова Виталий Денисов. Правда, на поле в том розыгрыше он так и не появился. Вообще, с ЦСКА вряд ли этот крайний защитник у кого-то ассоциируется. Скорее, все-таки с Локомотивом, в котором Денисов провел лучшие годы карьеры, которая, кстати, не завершена. Сегодня 38-летний Виталий – игрок Бухары.
В 2013-м, будучи футболистом Лока, он признавался игроком года в Узбекистане. Ну а затем его успех только уже с выходами на поле и даже с голами повторил Элдор Шамуродов. В составе Ромы в 2022-м он стал обладателем Кубка Лиги конференций под руководством Жозе Мауриньо. А незадолго до этого он слушал карпинские установки в Ростове. Хватит ерундой заниматься. Еще одним футболистом, прославившимся в России, правда уже со знаком минус, стал Астон Урунов. Но я все равно хотел бы поговорить о нем подробнее. На скаутских радарах он появился примерно в 2017 году. Довольно скоро его игрой за узбекский Навабхор и Локомотив оказался впечатлен Шамиль Газизов. Он тогда заведовал абсолютно всеми селекционными делами в Уфе. Однако денег у Уфы не было, даже на трансфер молодого игрока из чемпионата Узбекистана. Однако Газизов настолько уверовал в необходимость подписания Урунова, что потратил на этот переход 150 тысяч евро из своего собственного кармана. Я, ваш покорный слуга, очень хорошо помню свои ощущения после дебюта Урунова в премьер-лиге. Я был буквально шокирован футбольной наглостью этого юноши. Он не стеснялся злоупотреблять дриблингом, и меня, как зрителя премьер-лиги со стажем, это очень сильно удивило. Непривычно было видеть бесконечные и очень яркие обыгрыши от еще юного дебютанта в такой сугубо региональной команде, как Уфа, где риски всегда должны быть оправданы в куда большей степени, чем в командах, которые действуют первым номером и которые подолгу владеют мячом. Урунову было все равно на то, как здесь было принято до него. Он буквально рушил все стереотипы. Лучшее футбольное качество. Ну, все скажут, у тебя дриблинг хороший. Тем не менее, за полгода в столице Башкортостана он не набрал ни одного результативного балла по системе гол плюс пас. Мне тогда казалось, что это обусловлено опять же слабостью партнеров, и что вот сейчас он перейдет в команду посильнее, и результативные очки посыпятся как из рога изобилия. В 2021 году Газизов получил повышение и отправился заниматься комплектованием московского «Спартака». Разумеется, учитывая историю этого нетипичного трансфера за свой счет, Газизов забрал с собой и Астона Урунова. И вот наступил тот самый момент, который я для себя прогнозировал ранее. Сильный дриблер получил более сильных партнеров, и теперь он начнет разрывать премьер-лигу уже по-настоящему. Однако этого не произошло, хотя шума вокруг появления узбека в народной команде было немало. Когда журналисты спросили Астона, будут ли за его карьерой в «Спартаке» следить узбекские болельщики, он ответил следующее. Ну да, сейчас у «Спартака» появились 35 миллионов болельщиков из Узбекистана. Урунов оказался прав, но только лишь в данных о численности населения Узбекистана. Там действительно проживает свыше 35 миллионов человек. Вот только на созданный «Спартаком» специально для этих 35 миллионов аккаунт в Твиттере, который велся на узбекском языке, подписались чуть более 500 человек. Кстати, пользуясь случаем, прошу вас подписаться на наш канал. Мы будем рады любому количеству новых подписчиков из Узбекистана. А вот в «Спартаке» в связи с этим довольно быстро огорчились. Причем не только KPI своего аккаунта на узбекском, но игрой Урунова в целом. Она не радовала болельщиков, хотя тогдашний коуч «Спартака» Доминика Тедеско шансы узбеку давал. Но вместо голов и передач в итоге Урунов запомнился всем своим походом в ЦУМ. И вот этой фотографией по итогам этого похода. Как поется в песне «Мальчик поплыл». Говорят, после этого фото Газизов вызвал своего подопечного на ковер, где была проведена разъяснительная беседа. Но она не помогла. Урунов так и не заиграл в «Спартаке» и вскоре вернулся в Уфу. Потом была еще одна попытка перезапуска в Урале, но и там ничего путного не получилось. В итоге за все время пребывания в России венгер забил 1 гол в кубковой игре за «Спартак» в ворота подмосковной родины. Кстати, с передачи еще одного не заигравшего в «Спартаке» таланта – Александра Кокорина. Зону Урунов получает передачу от Кокорина. Вот это дриблинг, удар! Астон Урунов! В итоге, после всех этих неудач в России, Урунов вернулся в родной Узбекистан. Помню, что в спартаковских комьюнити тогда злорадствовали, что, мол, Урунов не вывозит уже и в чемпионате Узбекистана. Однако это не было правдой. Вернулся Астон ударно, набрал 10 очков по гол плюс пас в 25 матчах за Навбахор и за хорошую зарплату уехал играть в Иран. Да, не самое лучшее направление для современного узбекского футбола.
Однако это не мешает ему прямо сейчас быть одним из лидеров той самой сборной Узбекистана, что сенсационно завоевала путевку на чемпионат мира. Давайте резюмировать. Вопреки распространенному мнению, узбеки умеют играть в футбол давно. Они научились в него играть недавно. Футболисты, которыми бы интересовались за пределами Узбекистана, тоже появились не вчера. Однако раньше это были легионеры из чемпионата России или Украины, как максимум. А сегодня узбеки имеют свое представительство на полях Англии и Италии. Раньше узбекская сборная доходила максимум до стыков чемпионата мира, а сейчас забирает свою путевку туда досрочно. Что же поменялось? И когда это произошло? Ответ есть. После распада Советского Союза новая власть независимой республики решила не проводить реформ и сохранить тотальный контроль государственных ведомств над экономикой и внешней торговлей страны, в общих чертах оставив все как было при СССР. Рынок Узбекистана в буквальном смысле оставался закрыт от любых инвестиций извне. Особое место в каримовской эпохе Узбекистана занимает история с двойным курсом валют. Один курс был официальным, и он красовался на вывесках государственных банков Узбекистана, а другой был трушным, настоящим и для народа. Вот только настоящий курс доллара в 2 раза превышал официальный, и в целом доллар для обычного народа был доступен исключительно на черном рынке Узбекистана. В банках вы могли только узнать курс, но купить по нему доллары вы не могли никак. Таким образом, власть искусственно удерживала курс доллара для показной стабильности, и по этому курсу работали только государственные компании. Все остальные должны были мириться с условиями, предлагаемыми на черном рынке. В этих условиях мелкий и средний бизнес в стране были обречены на смерть. Новых рабочих мест не появлялось, и все это в сумме сильно мешало развитию страны, но зато способствовало процветанию коррупции. К середине десятых годов Узбекистан очень сильно отставал от разогнавшегося на IT-технологиях времени. В стране даже в столице не было банкоматов, люди пользовались исключительно наличкой. Так было до 2016 года, пока не стало правившего страной 25 лет Ислама Каримова. После его кончины началась либерализация, тоже тотальная. При новом президенте Шавкате Мирзиёеве курс доллара за один день вырос в 2 раза, но зато он стал настоящим и для всех. Черный валютный рынок Узбекистана исчез в одночасье. Вместе с этим были запущены и реализованы и другие процессы и реформы. Узбеки открыли внешнюю торговлю и вложились в развитие туристического сектора. И здесь вспоминаем начало нашего ролика. Все эти древние цивилизации и древние города Узбекистана. Были отреставрированы памятники архитектуры, построили новые гостиницы и открыли безвиз для граждан большего ряда стран. В страну хлынули туристы, а также стали поступать мощные потоки инвестиций. Узбекистан стал стремительно меняться в лучшую сторону. Такой ребрендинг не мог не коснуться главного для узбеков вида спорта – футбола. В 2019 году Шавкат Мирзиёев подписал указ о мерах по поднятию на совершенно новый этап развития футбола в Узбекистане. Этим документом была утверждена концепция развития футбола до 2030 года, принятая и реализуемая Федерацией футбола Узбекистана, которая в этот же период сменила название на Ассоциация футбола Узбекистана, и в руководстве которой ныне трудится горячо любимый мной Адил Ахмедов. Давайте приведем некоторые пункты из этой концепции. Поэтапное увеличение количества частных футбольных школ, регулирование деятельности футбольных агентов, посредников и их аккредитации. Их прописная задача в документе – дать старт профессиональной карьере футболиста, талантливых игроков устроить в престижный зарубежный клуб, обеспечить защиту прав и интересов футболиста. К 2030 году число регулярно занимающихся футболом должно возрасти до 5%. В 2019 году этот показатель составил лишь 0,14%. Национальная сборная должна войти в топ-50 рейтинга лучших национальных сборных Международной Федерации футбола ассоциаций ФИФА. Итак, что мы имеем в итоге? В промежуточном итоге, так как на дворе не 2030 год, до него еще больше 4 лет. Сегодня сборная Узбекистана уже 55-я в рейтинге FIFA. В 96-м, на секундочку, она была 119-й. Сегодня Ильдор Шамуродов – игрок итальянской Ромы, а Абдукадир Хусанов – английского Манчестер Сити. Помимо них есть еще знакомый нам по РПЛ 21-летний Абазбек Файзулаев,
за которого этим летом турецкий Башакшехир выложил почти 8 миллионов евро. Башакшехир – это еврокубковая команда Турции, и у меня нет сомнений в том, что этот клуб самим футболистам и его агентам рассматривается как трамплин. К тому же не стоит забывать, что помимо еврокубковых матчей, еще одной хорошей витриной станет, собственно, сам чемпионат мира, за которым будут следить скауты всех ведущих клубов света. Все перечисленные выше игроки – действующие лидеры главной команды страны, но плоды прогресса добрались уже и до юношеского и молодежного футбола. Так, этим летом в Антверпене, в старейшем футбольном клубе Бельгии, оказался 20-летний Мохаммади Уренбоев, который за взрослую сборную еще не выступал, но отлично зарекомендовал себя в узбекских молодежках. За ним, кстати, охотился и московский «Спартак», но, кажется, «Спартак» — это не лучшее для узбекских талантов место. Так что следим за Уренбоевым в Бельгии и ждем его на чемпионате мира в составе главной команды узбеков. Также в этом 2025 году сборная Узбекистана стала чемпионом Азии Андер-17. В финале турнира команда Ислама Исмаилова показала мастер-класс сценаристам Netflix. В первом тайме узбеки остались в меньшинстве, но не в 10-ром, как вы подумали, а в 9-ром. Я не знаю, что происходило в раздевалке и какие слова подобрал Исмаилов, но на второй тайм эти 9 белых волков вышли и растерзали оборону 11 саудитов. Отправили в их ворота 2 безответных мяча. У меня нет слов насчет этого подвига, и также у меня нет сомнений в том, что из этой команды Андер-17 в ближайшее время будет сформирована новая партия трансферов в Европу. Короче, не знаю, как вы, дорогие зрители, но лично я со своим выбором на предстоящий ЧМ определился точно. Я хочу купить себе футболку сборной Узбекистана, и в ней с большим кайфом я буду болеть за выход узбеков в плей-офф чемпионата мира. Это было видео об истории узбекского футбола, но эта история еще не дописана, она только пишется и будет писаться дальше на наших глазах. От меня всем рахмат, от вас лайки и подписки на наш канал. И также не забудьте подписаться на наш телеграм-канал, ссылка будет на экране и в описании. Всем пока!